Привет всем мои маленькие любители антропоморфного зверья, и сегодня в этом видео на связи или у телефонной будки, это я если что, мы с вами погрузимся снова в мир фури персонажей, и на этот раз выпуск будет совсем другого формата. На канале вышло уже две части разбора персонажей, и в каждой из частей были лишь женские персонажи, а в комментариях вы чуть ли не секту развели на тему того, чтобы следующий выпуск разбора персонажей был посвящен персонажам мужского пола. Ваши лайки, ваши просмотры и в том числе ваши комментарии очень сильно мотивирует меня и дальше развивать эту рубрику. Я не стал разделять эту рубрику на мужских и женских персонажей, потому что появится невероятная путаница с выпусками. Каждый новый выпуск будет иногда чередоваться то женские персонажи, то мужские. А что до других бинарностей по типу андроморфов... Я пока не знаю, честно-причестно, я-то сам не предвзят, но думаю большинство не оценит, поэтому на этом канале как всегда действует правило: если чего-то хотите, пишите, спамьте в комментариях об этом, я их всех как всегда активно читаю. И разумеется, я создал отдельный тир-лист по персонажам мужского пола, который будет пополняться исключительно теми персонажами, которых я упоминаю в своей рубрике. Персонажей как обычно будет около 40, и мы начинаем. Турбоагент Дадли. Разумеется, поговорим о самой собаке Дадли. Почему он на последнем месте? Он просто тупой. Этот персонаж, что в детстве меня бесил, что сейчас он, сука, всегда меня бесить будет. Еще раз тупой, не смешно шутит. Мне даже кажется, его само существование уже оскорбляет мои чувства. Самое худшее в этом мультфильме сам главный герой. Никто так не бесит, как собака Дадли. Меня даже так Спанч Боб не бесил, как эта собака. Вы меня, наверное, спросите, а зачем же ты тогда его добавил? В том-то и дело, чтобы вы знали мое мнение об этом персонаже, что не все персонажи могут быть настолько же хороши, как и остальные. Если говорить вкратце о сюжете мультфильма, то агенты сам Дадли и всеми обожаемые, в том числе и мной киска-каратиска, справляются с разными рода проблем и опасностей в своем городе. Какого-то глобального тут сюжета нет. Никому не советую это смотреть, если я задел что-то детское эго. Извините, но это мое честное, непредвзятое мнение. Бешбармак! Почему ты это сказал? Ген казахского табета, а еще я бы правда съел сейчас бешбармак. Прежде чем мы продолжим и дальше лицезреть этих экстравагантных мужских персонажей, я вам расскажу небольшую историю. Вышла игра Wild Assault. Это типа Battlefield Only с фурями. Я еле-еле смог купить Wild Assault, поскольку деньги на Steam закинуть сейчас не так уж и просто. Поэтому на подмогу ко мне пришел сервис Купи-Код, который помог мне купить эту игру на мой аккаунт. Во-первых, они постоянно проводят конкурсы с дорогими призами, устраивают скидки, и про кэшбэк тоже не забываем. Во-вторых, можно спокойно купить ключ от любой интересующей вас новинки в Steam. Сервис не только проверенный временем, но еще и более 20 миллионов пополнений от пользователей, которые подтверждают надежность сервиса. И самое главное, простота самого пополнения. Ввел логин своего Steam, сумму от 100 рублей и, конечно же, промокод AMD лично от меня, который не только снизит комиссию на 4% на пополнение баланса, но и даст скидку до 5% на покупку ключей игр. Применяйте мой промокод и оплачивайте любым удобным для вас способом. Шекели придут на ваш баланс всего за пару минут. Пополнить свой Steam кошелек можно спокойно, перейдя по ссылке в описании. Промокод ведется автоматически. Джеронимо Стилтон. Так называется один из самых популярных итальянских и детских мультсериалов. Я вот, допустим, этот мультфильм застал в детстве, когда кроме мультиков по СТС и телеканала Карусель вообще ничего не было. Поэтому мне приходилось смотреть все, что не попадя. Мультфильм рассказывает о захватывающих событиях и приключениях самого Джеронимо и, в принципе, вокруг всей его семьи. А семья у него очень огромная, с ними главный герой никогда не заскучает. Сама мышь из себя строит очень интеллигентного писателя, слэш-журналиста, слэш-главного редактора своей газеты. Короче, Джеронимо очень хорошо устроился в сфере СМИ, ну и с таким подходом каждая серия рассказывает, насколько порой бывают опасные излишки этой профессии. Он эрудированный, приличный, красавец и... Короче, минусов нет. Трудно сказать свое мнение об этом мультфильме, лично мне он показался очень скудным, но оценки на Кинопоиске говорят об обратном. Дело ваше. Тея, ты же знаешь, как я отношусь к полетам. Я никуда не полечу. Еще одна мышь Роди из 3D мультфильма «Смывайся». Вообще, на самом деле, одно из самых недооцененных произведений на момент своего выхода, потому что произведение очень удивило меня своей антиутопией, нарративом и классными персонажами. Даже как-то жалко, что этого персонажа я поставил на это место. История рассказывает, что главный герой, то есть Роди, знакомится с новым обитателем пентхауса, которого выплюнула раковина. Последний вел себя неподобающе, и Роди решил избавиться от него той же монеты. Однако новый обыватель оказался во много раз хитрее
главного героя, и теперь ему придется начать новую, совсем незнакомую ему жизнь. Роди, как и упоминал, живет в роскошном пентхаусе, весь в привилегиях, да и вообще он мажор. И на протяжении всего мультфильма весь его мажорский характер спускается глубоко в унитаз на пользу главному герою. Честно говоря, после этого видео пойду пересмотрю этот мультфильм. Но он очень мне нравится. Реально годный, хороший и, самое главное, интересный вплоть до титров. И да, главного героя озвучивает Иван Ургант. Да, наверное, не стоило этого делать, но есть и обратная сторона. Жаб оставит в покое твою шкурку, когда узнает, что камень был не настоящий. Роди Сент-Джеймс, миротворец. Чарли из детского мультфильма «Все псы попадают в рай». Эта добрая и старая картина повествует о похождениях самого пса Чарли в поисках своего убийцы. Так уж получилось, что Чарли убила другая собака, а из названия мультфильма понятно, что все псы попадают в рай. Но каким-то образом Чарли удалось вернуться обратно на землю, чтобы найти своего убийцу и свести счеты. Изначально Чарли, то бишь помесь дворняги и немецкой овчарки, занимался очень нехорошими делами по типу грабежа и вел свой бизнес с другим псом Карфейсом. Из себя Чарли весь озорной, веселый, умный и всегда не прочь потусовать со своими подельниками. А если вы задумались, а стоит ли смотреть данное произведение, то да, стоит. Очень хороший мультфильм по рамкам тех годов. Это же я, Чарли, твой спаситель, который отдаст выигрыш беднякам. Нет. То есть поделимся. Значит, как Робин Гуд? Да, прямо как в книжке. Американский дракон Джейк Лонг. Я так посмотрю, исходя из моего списка, мы решили вообще пройтись по всем мультсериалам детства каждого ребенка, начиная с 2000-х. На самом деле, Джейк Лонг был из моих любимых мультфильмов того времени по каналу Disney. Сюжет говорит о похождении мальчика Джейка Лонга, его друзей и наставника с волшебным говорящим псом. Вместе они преодолевают разные трудные препятствия, улучшаются в бою и так далее. Мультфильм в первую очередь выделяется интересными и хорошо проработанными персонажами, а Джейк в то же время обычный пацанчик, добрый, всегда придет на помощь, хороший, замечательный и смешной. Единственная проблема мультфильма заключается в его злодеях, да и в принципе ветка сюжета о злодеях. Они скучные и вообще на протяжении всего сериала ни хрена сделать не могут, когда обычный пацан может запросто превратиться в здорового дракона и натянуть всех на свой драконий... Ну вы поняли. Очевидно, что данного персонажа я добавил из-за того, что он наполовину человек и наполовину дракон. А Фурия в сообществе очень любит драконов, хотя я к ним вообще ничего такого не чувствую. Точно, я весь во внимании, что бы ты ни сказал и когда бы. Король Джулиан из Мадагаскара. Один из самых эгоцентричных, смышленых персонажей во всей вселенной мультфильма. Раньше Лемур был настоящим королем джунглей, но с приходом всеми известными нами персонажей ему пришлось покинуть свое родное место со своими подопечными ака-слугами. Как я и сказал, эгоцентричный, смышленый и главное его качество ЧСВ. Он настолько крутой и ЧСВшный, что ему это подходит как никому другому. Мадагаскар, думаю, смотрели все, а если не смотрели, то я бы на вашем месте заплакал. Обожаю девочек, которые любят двигать телом. Да, двигать телом. А двигать телом надо соблазнительно, крошки. Знаменитый кот с бело-синей шерстью из очень старого мультфильма «Том и Джерри». Сразу же нахлынывают воспоминания, как я его давно смотрел, на диске через DVD-проигрыватель. А если вы не смотрели, то даже не знаю, как вас оскорбить. Это серия очень старых мультфильмов, начиная с 1940-х годов и заканчивая 1967-м. Каждая серия повествует о ловле маленького мышонка Джерри котом Томом. В принципе, это весь сюжет. Сам же Том не имеет какого-то особого характера, иногда он злой, а иногда добрый. Так что это стандартный карикатурный персонаж. Отчасти этот мультфильм можно назвать жестоким, потому что в мультфильме все показывается настолько прозаично, что невольно задумаешься, а можно ли это показывать детям? Ведь фантазии у создателей было немерено, но все равно Том и Джерри One Love. Все персонажи из популярного советского, я бы даже сказал классической серии мультфильмов Простоквашино. По мне не скажешь, но я очень большой фанат советской анимации, мне очень нравятся мультфильмы советского времени. Трое из Простоквашино, конечно же, тоже хороший мультик, но мне он не так нравится, как другие. Ладно. Расскажу для тех, кто не знает. Жил-был дядя Федор, мальчик лет 10-11. Почему дядя? Да хер его знает. А, вот загуглил и стало понятно. Он очень хочет живность в свой дом, а родители говорят ему нет, на что ответом последовало путешествие в деревню Простоквашино. Со своими новыми друзьями котом Матроскиным и собакой Шариком. А вот кто из них мне больше нравится, напишите в комментариях. А от твоего кто там, а какая польза? А такая. Какая? Придет чужой человек, когда нас дома нет. Ну?
Начнет в дверь стучать, Голчонок спросит, кто там, а? Уэйн, или же Вальфич, из мультфильма «Монстры на каникулах». Это волчара, который в прошлом был смертоносным хищником, но с возрастом и появлением своей жены Ванды он стал обычным семейным человеком, да и просто любящим мужем. Он является отцом нескольких десятков волчат, а сам он достаточно колоритный персонаж в плане характера. Он всегда спокоен, неревнивый, любит заниматься своим делом, и то, что мне нравится в нем, это его мудрость. Он всегда делает более логические вещи или пытается сделать всегда как можно правильнее, а то и лучше. Мультфильм неплохой. Бесподобный мистер Фокс. Это произведение мы уже с вами затрагивали в прошлых выпусках рубрики. В смысле, не смотрел? Ссылки на прошлые части рубрики будут, если что, в описании. Либо вот здесь в правом углу высветилась плашка, так что нажимай давай, если не смотрел. Бесподобный мистер Фокс любознательный, вежливый и вполне хитрый лис на своем месте жительства. У него есть лисенок Эш и возлюбленная миссис Фокс, которую я вставлял в прошлой части рубрики. Короче, байда та же самая. Мистер Фокс снова начал воровать, а жители деревни были в ярости от его бед. Именно этому событию и служит весь сюжет мультфильма. Он моложе, но намного крупнее. Я думаю, это генетика. Эш просто миниатюрный. Тот из классического мультфильма «Лис и пес», который я тоже уже упоминал в рубрике. Тот раньше был одомашненным лисом под руководством бабульки и ее ремесла. Рано или поздно, но пора Тоду взрослеть и становиться в этой взрослой жизни в лесу, как и полагалось еще с самого его рождения. У него есть лучший друг Купер, то бишь собака, да и подружку он себе завел в лесу, которую зовут Викси. Тот достаточно нестандартный персонаж для мультфильма, поскольку он то добрый, то с приходом во взрослую жизнь он становится слегка заносчивым, что ли. Ну, короче, в общество он погружается с небольшими трудностями, но это никак не помешает ему найти свое истинное я в этом бренном лесу. Но она так прекрасна. Интересно, как ее зовут? Classified. Волк, который играет второстепенную роль в произведении. Он относится к своему делу очень серьезно и с особым подходом, а также не доверяет первым встречным. Вместе со своей командой они выполняли очень важную миссию бок о бок с пингвинами. В некоторых местах мультфильма персонаж очень специфичен, а в своей красе породы хаски очень даже подходит. Что до самого мультфильма, мультфильм я смотрел очень давно и не особо помню, о чем он был, но название говорит само за себя. Не все при все, только... Все, что касается вашего похищения доктором Спрутом. На 28 месте я решил поставить одного из самых противоречивых, но и самых проработанных персонажей во вселенной мультфильма Кунг-фу Панда. Это Tai Lung. Это снежный барс, который в первой части мультфильма играет роль главного антагониста. Он был буквально одержим тренировками себя и своего тела, чтобы достичь титула воина дракона. Однако мастер Угвей не позволил Tai Lung'у стать следующим воином дракона, отчего Тай был вне себя от ярости. За это и был сослан в Сибирь... в тюрьму Чоргром, где сидел более 20 лет. Очень печальная и трогательная история, а что до Tai Lung'а, Tai Lung очень могущественный боец в своей сфере, и у него большая самооценка. Тип он недалекий, четкий, но имеет очень большие проблемы с подавлением гнева. Пепе Ле Пью из мультивселенной Луни Тюнс. Этот персонаж в свое время взорвал много жоп по поводу своего поведения. Дело в том, что персонажа изначально прописывали как видного абьюзера, то есть животного, который только и делал, что пользовался женским вниманием в плохом свете. Некоторые известные американские издания включали этого персонажа как виновника в многочисленных насилиях над женщинами. Если говорить простым языком, то Ле Пью, начиная с 50-х годов, пропагандировал неправильное отношение к женщинам и служил плохим примером для будущих поколений. Персонаж в наше время остался почти такой же, но урезанный в сюжете. Одним словом, бабник. Упомяну также кота Сильвестра, который стал по-настоящему культовым и, можно даже сказать, братом Тома, поскольку сюжетка Сильвестра почти один в один, как Том и Джерри. Только в отличие от них, они хотя бы разговаривать умеют. Сильвестр вообще самый обычный и ничем не выделяющийся персонаж во всем мультфильме, и этим он меня зацепил. Ну и Бакс Банни, конечно же. Как тут уже без него во вселенной Луни Тюнс? Бакс Банни мне меньше всего понравился, но должен сказать, что Бакс Банни пережил хорошие изменения в плане характера. Раньше это был некий гэг-персонаж со своими шуточными фишками, а в перезапуске Looney Tunes Show персонаж стал более спокойным, эгоцентричным, да и в принципе это типичный я. Ты обо мне совсем ничего не знаешь? Уверен, что рядом со словом «эгоцентричный» в словаре твоя фотография. Рэтчет из игровой вселенной Ratchet & Clank. О сюжете вселенной разглагольствоваться не буду, поскольку история обширная. Скажу проще. Главный герой Рэтчет, вида животных Ломбакс, и его подручный робот Кланк спасают вселенную. Все, больше смысла и не надо. Рэтчет вполне обычный персонаж. Больше всего он выделяется своей добротой и стремительным желанием помочь всем, кто к нему добр. Давай я буду звать тебя Кланк. А я
Вверх и вниз. Да, вот так. Ты молодец. Талисман Лео из бейсбольной команды Японии, которая именует себя Сайтама Сейбу Лайонс. Скорее всего, вы об этом персонаже даже не слышали, но благодаря ТикТоку я смог заполучить еще одного вполне привлекательного мужского персонажа. Ну, что говорить, это талисман команды для поддержки, какой-то длинной предыстории персонаж не имеет, а сам персонаж, как нетрудно догадаться, лев. Рикардо Велкин и Пак из самого лучшего, по моему мнению, аниме исекая Re:Zero. Раз это исекай, то сюжет, я думаю, вам рассказывать не надо. Но сразу говорю, что это одно из самых первых и любимых аниме, которые я смотрел просто не отрывая глаза. Сюжет здесь очень глубокий, приступим сразу к персонажам. Во-первых, Рикардо Велкин служит своей госпоже Анастасии. Во-вторых, является капитаном группы наемников. Абсолютно, даже несмотря на внешность, честный и добрый человек-волк. Чем-то похож на животного, закаленного армейскими условиями. Говорит громким голосом, да и вообще он четкий тип. Вторая половина моих наемников. Половина? Мы отправили их блокировать тракт на время битвы с китом. Есть также зверек Пак, но только он не обычный зверек, а зверек, который может устроить целый Армагеддон при определенных обстоятельствах. Пак — искусственный дух, с которым любой человек может заключить контракт. Зверь будет тебя защищать всю твою жизнь, а ты в обмен ему... Сколько бы сезонов я не смотрел этого аниме, так и не понял, в чем здесь выгода от человека искусственному духу. Персонаж, кстати, очень даже харизматичный, забавный и порой бывает даже очень мудрым. Смотреть аниме или нет? Да, идите смотрите. Но будьте готовы, у аниме вышло уже порядка 3 сезона, и все 3 были мною просмотрены. Не знал, что у красавиц такие мохнатые ноги. Стоп! Да не может такого быть! Мы просто тут подумали, когда тебе еще выпадет счастье полежать на коленках у девушки. Ради твоего счастья и маны на увеличение не жалко. И где же мое счастье? Боевой зверь из моего любимого мультсериала в последнее время неуязвимый. Зовут его Ток, то он живет свою жизнь в надежде найти бой, который утолит его кровожадную жажду. Сам он очень похож на белого льва, однако по сюжету является пришельцем, но не суть. Безжалостный воин с неутолимой жаждой битвы и странствует по всем вселенным, чтобы найти достойного соперника. В плане характера создатели сделали льва очень скудным, только бои с ним настоящее зрелище. Динозавр Бенджамин из визуальной новеллы I Wanna Hug That Gator. Про сюжет этой визуальной новеллы я умолчу, поскольку разбор сюжета на этом канале будет, и я не хочу вам ничего спойлерить. А вот отдельно о персонаже очень хочется поговорить. На протяжении всего сюжета визуальной новеллы Бенджамин всегда был хорошим советчиком, говорил удельные вещи и так далее. Но в чем прикол? Он также ответственен за руководство классов. Говоря проще, если у школы намечается какая-то тема с выставками, баллами и так далее, то он всегда тут как тут. И чем больше продолжаешь вникать в эту визуальную новеллу, тем больше понимаешь, насколько омерзителен бывает этот персонаж. Почему омерзителен? А вот, все вам расскажи. Подпишитесь на канал и ждите видос про эту визуальную новеллу. Ибо новелла удалась просто сногсшибательной. И давно у меня не было таких чувств от игр. Подытожим, Бен мне больше понравился тем, что его очень хорошо и, самое главное, медленно раскрыли. Во всем сюжете новеллы я думал, что это хороший друг для главного героя, а оказалось, в общем, вы поняли. Конь Боджек и Мистер Подхвост. Мое мнение об этом мультсериале вы и так знаете, а если нет, то скажу кратко. Душно. Поэтому сразу к нашим персонажам. Конь Боджек является персоной с очень трудным и многообразным прошлым, ибо в детстве в семье у него творился пиздец, а карьера как актера живого ситкома окончательно похоронила его карьеру, и весь сюжет сериала строится вокруг него. Его чувства, переживания и 5-10, про что и говорил, духота. А вот персонаж, или же собака Мистер Подхвост, очень даже ничего. Хочу сказать честно, персонаж, типичный я. Мистер Подхвост постоянно позитивный, и чтобы ему насолить или расстроить, нужно очень и очень сильно постараться. Я тоже постоянно какой-то позитивный без причины, мне абсолютно насрать на все оскорбления, и, могу перечислять долго. Мистер Подхвост очень большая душа компании, и таких более изумительных персонажей я пока еще не встречал. Он также, как и Боджек, является актером, и на этом построил свою карьеру. В отличие от коня, он ничего не бросал и вполне до сих пор продолжает развивать свою профессию. Вот первый пол из 20 персонажей прошел, а я напоминаю, что лучше, что вы можете сделать для этого ролика, это подписка на мой канал и лайк под видео. Я стараюсь, и вы постарайтесь вместе со мной.
Алекс, а.к.а. Алакей, а.к.а. Фуфик из Мадагаскара. Думаю, персонаж не нуждается в должном представлении. Единственное, что скажу, я добавил его из-за того, что он знакомый Фури персонаж в своем роде. Мистер Болк из полнометражного мультфильма «Плохие парни». В комьюнити Фури мультфильм заимел свою отдельную аудиторию, поэтому на интересных сайтах персонажей из этого мультфильма можно увидеть довольно часто. Мистер Волк — лидер своей банды воров, умен, скромен, хитер и отчасти чилгай. Весь сюжет мультфильма будет рассказывать, что быть добрым в 10 раз лучше, чем грабить банки. Эй, Ку-ку, давайте ближе. Еще немножко. Ну все ясно. Боитесь? Ну как же. Плохой страшный волк. Кот в сапогах и смерть из, так скажем, спин-оффа Шрека. Давайте начнем со смерти. Яркий и пестрый персонаж, который отыгрывает роль смерти в сиквеле. Все мы знаем, что у котов 9 жизней, а кот в сапогах просрал все, кроме одной. И смерть уже начала дышать коту в затылок. Смерть тоже антропоморфное животное и, как всегда, волк. Но только с классным оборванным плащом и необычными клинками. Персонаж выделяется в первую очередь очень неоднозначным дизайном. Да и в принципе сиквел получился очень интересным. И теперь я, как самый ничем не выделяющийся, но в то же время хоть чем-то хотеющий отличаться от всех, я скажу, что мне больше нравится не этот кот в сапогах, а этот 1968 года советского времени. Это один из моих любимых советских произведений, поскольку выделяется больше необычным юмором, чем сюжетом. Дело в том, что хозяин кота голодает и чтобы напоследок чего-нибудь захапать, решает поживиться самим котом, но кот уговаривает его не есть его, а взамен кот хитро выебанным путем раздобудет пожрать. Кот оказался той еще мразью, но с задачей справляется. Хозяин кота пирует, а о коте все забыли. Картину можно понимать по-разному, но главное, что сама картина настолько неоднозначно показывает литературного персонажа, что реально после конца удивляешься и начинаешь задумываться. Искать какой-то жесткий потаенный смысл в произведении не нужно, потому что оно является сугубо юмористичным. Он сказал, что обернуться львом может каждый дурак, а вот он может превратиться в маленькую мышку. Ликаон и Бен из гачи-игры The Endless Zone Zero. На данный момент это моя любимая гачи-игра, которую я начал играть аж со дня релиза, во время того, как я служил в армии. Вот настолько я хотел играть в эту игру. Ликаон получеловек, полуволк или же собака, кому как удобнее. Его отличительная черта заключается в его элегантности, ведь он одет как военный аристократ, ходит с часами раскладушкой и всегда на пафосе, что ему и к лицу. Очень сильно этот персонаж напоминает Иду в аниме «Моя геройская академия», поскольку оба имеют способность проводить быстрые атаки с помощью роботизированных ног, а вот Бен, то бишь Мишка, Бен настоящий разогреватель, гой в буквальном смысле. С помощью своей гигантской пушки он выполняет непомерные и прыгательные атаки и вообще... Фокси из ФНАФа. Лично мне больше всего понравилась версия Funtime Фокси. Не знаю почему, но раньше такое дикое сочетание белого и розового цвета больше бесило, а сейчас, на данный 2025 год, это выглядит вполне свежо и азартно. Историю ФНАФа вы и сами знаете. В скобочках не знаете. Озорные анимашки. Надеюсь, вы знаете этот мультфильм, и я уже неоднократно говорю, что я его большой фанат, ибо частенько смотрел в детстве. Озорные анимашки — это сборник карикатурных персонажей, которые в каждой серии показывают новые скетчи. Будь это песни, юморные заставки и расширение вселенной. Главными героями выступает Яка, как самый старший, и сестра с братом Доти и Вака. Кого-то отдельно из них выбрать я никак не могу, каждый персонаж по-своему уникален в той или иной ситуации. Ставил я их на это место чисто из уважения к этому мультфильму, что так сильно поднимал настроение по утрам перед походом в школу. Конечно же, не обошлось в этом разборе без самого хитрого Фури-Лиса, вора во имя бедных Робин Гуда. Поистине великое произведение, которое уж слишком сильно закрепилось в Фури-сообществе. Великие похождения Робин Гуда всегда сопровождалось его идеей о том, что богатые лишались каких-либо средств во благо бедных. Да тебя от земли никто не сможет оторвать. К бою! Потише, оставишь и меня без шляпы. Робин Гуд живет в суровом мире, где Лев Принц Джон сделает все, что ему захочется, ведь у него есть титул, деньги, золото. И если какой-то кролик хоть пернет перед ним не так, как надо, то Принц Джон поступит с кроликом очень жестоко. Весь смысл мультфильма несет довод о Робин Гуде, который сделает все, чтобы бедные не голодали. Немного противоречивое введение от создателя мультфильма на тему бедности и справедливости. Но мультик все равно классика и заслуживает отдельного внимания. Робин Гуд поистине великий и властный в своих кругах обладатель стрельбы из лука, сам же он бывает легкомыслен и в основном такой же добрый, имеет серьезные намерения, да и рофлен он тот еще. По моему мнению, произведение должен посмотреть каждый, кто увлекается антропоморфными животными. Мультфильм 1973 года и даже сейчас смотрится вполне свежо. Не везде в современных мультфильмах есть такая хорошая и проработанная 2D анимация.
Грабим? Что за мерзкое слово? Мы не грабим. Скорее, берем в долг у тех, кто может одолжить. Брайан Гриффин из известного и довольно скандального псевдоситкома с черным юмором «Гриффины». Собака играет роль обычного домашнего питомца, и как бы никого не удивляет, что он спокойно разговаривает с людьми, ходит на двух лапах, но это не главное. Я должен был вставить его в наш разбор, потому что это мой любимый персонаж во всем сериале. В душе Брайан писатель, немного философ, да и вообще, если есть в сериале отдельная серия про этого персонажа, то она всегда поистине грустная и чутка философская. Когда я смотрел этот сериал, то в самых первых сериях Брайана очень хорошо раскрывали. Его юмор, принципы и проблемы. Хорошо, что я начал смотреть его с самого первого сезона. В одной серии раскрывают прошлое собаки. Брайан рос на ферме, где люди разводили на постоянку щенков, и никто бровью не повел, даже его собственная мать, когда Брайана забрали, будучи щенком. На самом деле очень и очень трогательная история. Одна из серий повествует о том, что Брайан захотел вновь навестить свою мать, но уже было поздно. Люди из нее сделали чучело, а он из любви к ней забрал это чучело. Очень хорошо проработанный персонаж в таком черном юмористическом мультсериале, как Гриффины. Блайт — полуволк из знаменитой Souls-like игры Elden Ring. Мы уже с вами слегка ознакомились с этим игровым произведением, и там очень много крутых персонажей, и, пожалуй, это будет последний интересный — Фури Волк. История у него очень глубокая. Единственное, что могу сказать, что дизайн, хоть и несмотря на постоянство образов среди волков, очень даже выделяется. Огромный меч, весь он в шрамах, да и говор у него вполне серьезный, мрачный, а самое главное — преданный Блайт полуволк. Oh yes, I should say. If you venture north to Rea Lucaria and come across a venerable blacksmith who's a little on the large side, tell him I sent you, and he'll be sure to treat you right. I owe you one, I reckon. Ален Луис из моего любимого аниме Beastars, или же Выдающиеся звери. Как-нибудь на досуге про него тоже сделаю видос, но не сейчас. Луи является главным претендентом в Выдающиеся звери. Это, так скажем, титул что-то по типу президента страны, но попроще. Луи имеет очень страшное прошлое, ведь будучи совсем маленьким олененком, Луи был подвергнут быть проданным на черном рынке на съедение. Однако очень богатенький олень выкупил его на замену своего места. Об этом ему постоянно напоминает его нога, а если точнее, на пятке была нанесена постоянно татуировка в виде цифры 4. Он самостоятелен, имеет очень большую самооценку, да и среди своих сверстников поистине великий зверь, хоть и является травоядным. Его история и характер хорошо раскрывают на протяжении всех 3 сезонов аниме. Да и что уж тут говорить. Смотрите, сколько я тут манги купил из-за этого аниме. Так что посмотрите аниме. Не знаю. На. 台本を食っちまったのか。君たちヤギの能力といったら髪を食うことくらいだろう。こんなところでそれを発揮されても困るな。 Эх, какие же вы молодчинки, что дошли до самого интересного, а именно до самого главного, так скажем, топа мужских персонажей в количестве 10 штук. Вы мне подписки, а я вам завожу фурёх. Все честно. Бой Кисер. Комментарии излишние. Но все равно скажу. На самом деле, один из самых противоречивых персонажей, который когда-либо появлялся в интернете. Все началось, как обычно, чел нарисовал белую фури кота, а далее в интернете начали придумывать с ним различные фразы по типу поцелуйчиков и тому подобное. Больше всего персонаж запомнился интернету своим очень минималистичным и запоминающимся дизайном, а заодно стал самым известным символом фурии сообщества. Как бы для вас это оскорбительно не звучало. Что ж сказать, это база. Серый волк из популярного юмористического перезапуска Иван Царевич и Серый волк является произведением настоящей классикой в современной русской анимации. Вы, наверное, даже не ожидали, что я вставлю этого волка в разбор, но я не как все, поэтому вот вам Серый волк. Харизматичный, порой бывает хитрый, карикатурный персонаж, где в произведении играет тоже немалую роль, как и Иван Царевич. Мультфильм получился очень интересным, а персонажи тоже не обделили яркими образами. А еще у царя был любимый. Короче, служил у царя. Да-да. Настоящая реинкарнация или перерождение Робин Гуда, но только уже в современном мире, Лиз Ник Уайлд из самого лучшего мультфильма по фурям «Зверополис». Конечно, немного перегнул про Робин Гуда, но персонажи между собой очень похожи. Если вы смотрели мультфильм, то нового я вам ничего не расскажу, но все равно обязан рассказать для незнающих или же для тех, кто хочет освежить память. Ника можно назвать этаким темщиком, который зарабатывает деньги в этом мире нечестным путем. Не платит налоги, обманывает обычных граждан и вообще за честную работу никогда в жизни не
не брался. Но с появлением Зайчихи Джуди Хопс все переворачивается с ног на голову. Большое приключение Лиса и Зайчихи покажет некую его истинную натуру, что он хочет помогать окружающим и быть вместе в любовном лоно с Зайчихой. Вы без меня знаете, что мультфильм годный, а если не смотрели, то скорее всего вы оскорбляете чувства всех любителей фури персонажей, в том числе и меня. Не знаю, это я вас так заматерил, смотрите этот мультфильм, или же наоборот, короче, думайте сами. Я имею по $200 в день, пупс. 365 дней в году. С 12 лет. Давай, время, деньги. До свидания. Не мог я пройти мимо так называемого интернет-героя в фури-сообществе Эрик Майвел. Эрик — русский человек, проживающий в Москве и активно ведущий фури-деятельность в виде ютубера, фурсьютера, музыканта. Короче, талантов у него немерено. Наш Федор, ебать, какая популярная личность в кругах российского СМИ. И очень хорошо, что он занимается популяризацией подобного движения. Это, я считаю, его главная заслуга. Он не стесняется показываться на камеру, всегда добрый, и порой бывает мне попадаются какие-нибудь тиктоки с ним, особенно ржачные. Только честно, если к вам подошел бы хорек и начал вас жмакать, какие бы у вас были бы эмоции? Что бы вы сделали? Жмакнули в ответ, или бы убежали, или сделали залом 6 коней? У него есть своя собственная фурсона, да и в фури персонажем его тоже можно считать, хоть и не участвовавший в каких-либо произведениях киноиндустрии. Человек он хороший, но раньше обладал очень большой порцией хейта, что со стороны обычных обывателей интернета и со стороны самого фури сообщества. Но сейчас все поменялось, и интернет стал более терпелив к такому роду увлечению. Было множество скандалов, связанных с его личностью, но главное, что он до сих пор продолжает вести свою деятельность и не боится лишний раз высказать свое мнение. По моему суждению, это самый популярный человек или же фури, который есть на территории Российской Федерации. Король... Простите, я не мог не сделать рекламу моего телеграм-канала. Мой телеграм-канал Параша Майлдес. Здесь присутствуют все идентифицирующие себя унитазом или колонкой JBL, люди или фури, которые так и жаждут насрать фури-артами в чате. Блять, ебланы. Если вас как-то заинтересовал, то QR-код на экране и ссылочка тоже будет в описании. Надеюсь, мои рекламодатели заценят, насколько я оригинально продаю вам внимание к себе. Короче... Король Лев. Очень трудно мне выбрать кого-то одного, ибо здесь каждый персонаж чем-то да все-таки выделяется. Симба, Муфаса, тот же ублюдок Шрам, Кову, и выбрать кого-то одного пипец как сложно. Пусть это будет Симба. Самый запоминающийся персонаж, да и главный герой он таковым является. Все такой же добрый, обаятельный, ну и немного секси. Извините. Нет, я не король. Я хотел стать королем, но это было очень давно. Шин и Фатик из YouTube проекта, то бишь мультсериала The Bad Fellows. Среди русского комьюнити очень мало кто знает об этом поистине смешном и интересном произведении. Я посмотрел все вышедшие серии этого творения и настоятельно рекомендую посмотреть и вам. Если, конечно же, 18+ есть. Мультик не для детей, если что. Короче, двое закадычных друзей, если их можно так назвать, проживают в одном доме, как пара. Ну, не знаю, пара физики, что ли. Шин всегда необъяснимо злой, возмущается всему, что не попадя, и очень озабоченное животное. Когда Фатик прям пестрит всеми красками откровенного романтизма. Лично я себя причисляю больше к Фатигу. Он добрый, славный, если говорить вкратце, просто душка. Вместе они проживают все невзгоды. Oh yeah, much better. There we go. Thanks for helping me move this deceptively heavy table. Великий и неподражаемый Легоши из Beastars, который я уже упоминал. Очень уникальная личность среди всех персонажей в фури сообществе. Из необычного можно заметить, что он никогда не испытывал настоящую любовь с раннего детства. Его родителями была мама-волчиха и отец-ящер. В этом мире к такому межвидовому соединению относятся очень прискорбно, но это не помешало в любви его родителям. Но все стало чревато, ведь его мама начала страдать болезнью рептилоидной кожи. Вся шерсть, в том числе и кожа, начала покрываться кожей рептилии. Оттого она умерла в очень раннем возрасте Легоши. Легоши является полноправным учащимся в школе Чиритон, будет саморазвиваться в чувствах и познавать новое. И что не самое важное, так это его любовь, которая передалась от его матери, любовь к другому виду, а он любит крольчиху Хару. Ни одними словами не описать, насколько персонаж необычен для такого рода произведения. 昨日のゲネでラストのスポットライトの絞りをいつもより時間かけてみたんです。ああ、気づいてたよ。どっちがやりやすかったですか？俺としてはあそこは最後だし。Итак,
тройка финалистов уже на пороге, а чтобы закрепить данный результат с каждым персонажем, мы поговорим лично через нейронку. Давайте приступим. Или давайте бездавайте уже. Столас из популярного интернет-мультсериала «Адский босс». Многим людям этот персонаж очень понравился, и хвала великим силам, в мультсериале ему уделяют достаточно много времени на его проработку. Я знаю, что некоторые в комментариях будут яростно пытаться доказать мне, что Столас в первую очередь демон, а потом уже представители семейства пернатых, но в этом-то все и дело. Его вид очень схож на птицу, а значит и Фури персонажем его точно можно считать. Сколько людей, столько и мнений. Раз в месяц при полной луне ты будешь возвращать книгу мне с последующей ночью страстных наслаждений. Он женился не по собственной воле, развелся, а сам стал либо би, либо геем, зато у него вполне крутая дочка. Он ее любит, а сам он постоянно оказывается в ауте в плане отношений. Учитывая, что вместе с дьяволенком Блица он часто встречается и бывает отвергнутым. Хороший персонаж, ничего не сказать, теперь поговорим с ним. Какой ты вообще гендерной идентичности? То есть ты гей или может быть бисексуал? Кто ты вообще? Если тебе нужно знать мое определение гендера как ясный ответ на этот конкретный вопрос, я бы себя назвал гендерфлюидным. Что касается моей сексуальности, я бисексуал. А кто такие гендерфлюидные люди? Гендерфлюид является определением чьего-то гендерного выражения или идентичности как нечто сменяющееся, непостоянное, меняющееся или изменяющееся в определенное время. Столас, а кого ты любишь? Ты любишь больше свою жену или Блицу? К сожалению, мои отношения с моей бывшей женой Стеллой были немного сложными. Честно говоря, я больше люблю Блидза, чем Стеллу. Хотя я знаю, что Блидза меня ненавидит, и ему на самом деле не нравлюсь я. Ты когда не задумался о серьезных отношениях с Блидза? И как к тебе Блидза в принципе относится? Думаю, что я знаю ответ на вопрос о серьезных отношениях с Блидзом. Блидза ненавидит меня, он просто хочет секса. А я пытаюсь найти в нем того, кто поможет мне в моих одиночестве, и он знает это. И, честно говоря, он этим пользуется. Сейчас мне немного одиноко, потому что я живу в большом особняке все один. Я в последнее время сильно задумался над своими отношениями с Блидзо. Я чувствую себя одиноким и разочарованным. Мои отношения с моей дорогой маленькой совенком, моей Октавией, отличные. Мы оба любим друг друга и проводим много времени вместе. Хотя с недавнего времени я стараюсь стать хорошим родителем. Как ты относишься к тому, что я поставил тебя на 3-е место в топе лучших фурий персонажей? Правда? Я очень польщен. Правда, даже немного удивлен оказаться на 3-м месте, но я не против. Хорошо. И у меня последний вопрос. А тебя можно вообще считать фурий персонажем? Мне почти 40 лет, у меня есть перья на теле, 4 глаза, острые когти. Я не могу сказать наверняка, но могу поспорить, что меня можно считать фури. И не мог бы ты передать привет моим подписчикам на канале Иван Майлд? Приветствуйте своих зрителей и подписчиков от моего имени. Я надеюсь, что они хорошо проводят время в интернете. Был рад ответить на все твои вопросы. Было приятно с тобой поговорить. Слушай, у меня возник еще один вопрос. А ты в курсе то, что в интернете на всяких взрослых сайтах на тебя рисуют очень плохие арты, то есть рисунки, где тебя там... Ну ты понял. О черт, серьезно? Нет, не знал, что на меня делают такие странные арты. К сожалению, ничего, чтобы с этим поделать нельзя. Но это немного пугает. Но это интернет, тут такое может быть. Это ненормально, конечно. Но я знаю, что у меня есть настоящие любовные фанаты, и я очень ценю это. Енот-ракета из вселенной Marvel, Стражи Галактики. Персонаж, который крепко засел на своем месте, да и немногие персонажи могут похвастаться такой яркой харизмой. Тоже имеет отчасти трудное прошлое, был подвергнут пыткам, научился разговаривать и в сюжете потерял много дорогих ему друзей. У него есть своя любящая его семья, или же команда, которая всегда его поддержит в трудную минуту. От себя скажу, что я очень большой фанат этого персонажа в игре Marvel Rivals. Вот, посмотрите на мою статистику. Ёбнуться. Я на тебе очень сильно люблю играть в игре Marvel Rivals. Ты там выступаешь как в роли хиллера. Как ты думаешь, это хорошо, что тебя добавили в эту игру? Да, я очень рад, что меня включили в игру Marvel Rivals. Я горжусь тем, что меня считают сильным хиллером. Спасибо за интерес к моему персонажу. Все дело в том, что на известных взрослых сайтах на тебя рисуют очень откровенные материалы. То есть, как тебя трахают и все остальное в таком случае. Как ты к этому относишься? Это самое ужасное известие, которое я когда-либо слышал. Зачем людям рисовать такие вещи? Я тебя поместил на 2-е место в топе лучших фурий персонажей. Это видео на моем YouTube канале. И как ты к этому относишься?
Как ты думаешь, за что я тебя именно поставил на второе место? Спасибо за такую высокую оценку. Я очень ценю, что ты включил меня в свой список любимых фури персонажей. Быть на втором месте в твоем списке — это большой комплимент, я польщен этим. Думаю, ты поставил меня на это место, потому что ценишь мои способности в бою, или потому что я тебе симпатичен? Ну, в одном ты точно прав. Ты мне очень сильно симпатичен, и я очень сильно люблю играть на тебе в игре Marvel Rivals. И последний вопрос. В чем сила? Сила в правде, товарищ мой. Правда сильнее любого оружия на свете. Джек из Beastars. Никто не ждал, никто не ожидал, и никто не был готов, что часть выпуска будут занимать персонажи из аниме. Джек является лучшим другом Легоши, и только в последнее время я начал замечать за ним, что он какой-то пассивный гей, что ли. Ведет себя очень мило, всегда на позитиве, но не лишен своего личного мнения. Он очень любит проводить время в кругу своих друзей, и даже можно назвать его неким заводилой в своей компашке. 今日食堂も売店も行かなくて正解だよ。やっぱりどうだった？ 昨日のあなたの暴れっぷりが学園新聞の大見出し。 А что до гейства, ну, не знаю, как это описать, но он очень сильно пестрит этими радужными эмоциями по отношению к мужчинам. Всегда вежлив и готов помочь. На момент выхода 3-го сезона аниме, героя как романтика по отношению к женщинам вообще не был замечен, что очень и очень странно. Но чаще всего на всяких интересных 18+ сайтах его рисуют в роли пассива, если вы понимаете, о чем я. Персонаж очень классный и до боли похож на меня. Не в том плане, о котором вы подумали. Не надо мне тут ля-ля. Привет, Джек из Beastars. Можно ли у тебя задать несколько вопросов? Да, конечно. Что бы ты хотел спросить? Знаешь, в последнее время я начал замечать, я раньше этого не замечал, но нет ли у тебя каких-то любовных отношений? Потому что, смотря все аниме, я ни разу не видел, как ты с кем-то встречаешься, с кем-то целуешься, и в том числе. Не мог бы ты рассказать, были у тебя отношения вообще любовные? Ну, я никогда раньше не встречался с кем-нибудь. В основном у меня было несколько свиданий и поцелуев, но обычно они не продлевались на долгие отношения, потому что, я не знаю. Я просто считаю себя ужасным бойфрендом, верно. Я чувствую себя таким беспокойным. Потому что у меня часто такое чувство, что я не смогу защитить кого-нибудь или даже успокоить их. Я знаю, что я милый и веселый, но я просто не чувствую себя достаточно сильным или достаточно хорошим. Я я действительно хочу отношений, но я боюсь, что не смогу быть хорошим бойфрендом. Я буду просто продолжать пытаться быть милым и дружелюбным и надеяться, что у меня, возможно, появится шанс начать отношения. Знаешь, в сериале я начал замечать то, что ты больше симпатизируешь другим мужским персонажам, где ты к ним проявляешь особое внимание, чем по отношению к девушкам. Как ты можешь это объяснить? Ну, я просто Джек Статтерс. Я просто хочу начать долгие отношения со своими друзьями. Что плохого в том, что я уделяю им внимание? Не, ну просто, понимаешь, ты им очень сильно симпатизируешь, и я могу предположить то, что ты гомосексуал. Я нет. Я не гей. Я определенно не гей. Я просто пытаюсь быть дружелюбным. Сильно вспотел. Ну, не стесняйся, тут все свои, все свои. Не стесняйся, говори, кто ты есть на самом деле. Нет, я могу быть милым без того, чтобы быть геем, верно? Нет, я не гей. Я не гей, правда. Это просто потому, что я чувствую себя комфортно со всеми. Это потому, что я милый. Это просто потому, что то, что я просто. Вот, у тебя уже начинает заплетаться язык, так что не скрывай, выговорись на полную. Нет, я слишком милый. Мои эмоции слишком сильные. Это только потому, что я чувствую слишком много эмоций. Я могу доказать, почему ты гей. Нет, пожалуйста, я не гей. Не делай этого. Доказываю, Джек из Beastars гей. Нет, я очень милый. Это мои друзья говорят, что я милый. Я знаю, что я милый. У меня есть классная девушка без макияжа, и она все равно хуйня. Джек, у меня к тебе вопрос. А ты в курсе, что в интернете на тебя рисуют откровенные материалы? Именно рисуют. Я знаю о них. Я не знаю, это трудно. Я знаю, что у людей свои интересы, и я не могу контролировать, что они рисуют или думают обо мне. Но я все равно не могу не чувствовать себя странно. Черт
возьми, черт побери. Джек, я поздравляю тебя, ты занял первое место в моем топе лучших фури персонажей. Я тебя считаю на самом деле очень позитивной собакой и лучшим другом Легоши. Спасибо, приятно слышать. Я всегда стараюсь быть хорошим другом для всех, особенно Легоши. Комментарий под прошлым выпуском рубрики я опять же таки не обделил вниманием. Маленькие любители паршмандаблядских фурёх. Смотри, какая превьюшечка автоматически поставилась. Я загрузил заранее видео, типа, это протестить, есть ли на нее авторские права. Но я по дракону и трагоницам. Кстати говоря, человек культуры. Я, конечно, Нет, смотрел... не культурно. Что? Блять! Ты видел этих рыцарей, которые пиздят нахуй ящериц и жопы по них Ну это другое. Но ты говоришь про драконов, а я драконов не очень люблю. Ну, конечно, смотря по какому принципу оценивать. А какому принципу обычно оценивать? Я оцениваю по принципу, типа, внешка, проработка персонажа, типа, харизму такое вот. Знаешь, по какому принципу я оцениваю? По какому? Дрочибельный? Сексуализированное тело, как-то... Да. Так бы и сказал. Можно и мужскими персонажами. Ты же, получается, сделал фури мужскими персонажами. Да. Я вот сейчас сделаю, если что. Всем привет, я гей. Кто такой Хару? Хару это зайчиха, которая встречается с Легоши. Это хуйня. Мне волчица нравится, волчица заебись. Да, волчица заебись, правильно. Ждем видеоряд с ответом Сергея Арбуз. Бля, это Сергей Арбуз, да, хоть? Страшно снимать такое, могут найти и сделать нижним в паровозике чук-чук, блядь, сука. Вот чё к чему это чук-чук было, блядь. Среди всех этих людей, кто в комментариях пишет, они постоянно шутят про паровозик МГЕ, вот этот вот. Серьезно, ты поняш к фурям прибавил. Я бы мог матом покрыть, крыл бы, а так скажу, что я с тобой не согласен. Бронекультура и фури не особо-то и клеются, не проблема. Между прочим, с бронекультуры и начинается фури-культура, это типа такой этап, блядь, развития. Просто у всех там, так. просто там лошадки, типа, ну, блядь, они изображены в виде ферала. Знаешь, кто такие фералы вообще? Фералы это, истинная форма самого животного. То есть на 4 ногах, блядь, на копытах, блядь. Вот в этом ну, я плане. говорю, типа, это типа этап, так сказать, развития. Их можно считать фури, блядь. Даже в начале видео я объяснил, все равно люди особо-то не поняли. Между прочим, поняшь, жопа, блядь, ебануться нахуй возбуждающая, так еще там 2 дырки, пиздец, большого размера и опухлые. Блядь, ты заткнись нахуй, пожалуйста. Видео фигня, потому что я гей. Ничего страшного, этот видос зато тебе зайдет. Помнишь этот Спайро, дракончик фиолетовый? Который из моей геройской академии, блядь. Да, геройской академии, дракончик Спайро, блядь. Она вообще не возбуждающая, это просто хуета, там, блядь, дырка и палец, типа, не знаю, какую-то хуйню, там нету никакой слюновыделения, блядь, смазка выделения, какой-то шлёпающий. Сразу же Интерстеллар вспомнил с черной дырой. Просто, блядь, отверстие и рука, ну, не рука, а какая-то стержень заходит, все, блядь, без смазки, без ничего, просто хуебенина какая-то, это даже и фури порно назвать сложно. О, чего хочешь? Ой, вот это поинтереснее. Ебать, добавь Джона из My Fury Protagon, потом как-нибудь. Опять какая-то порная игра? Да, это в Steam порная игра. Дабы человек культуры, для следующего выпуска как минимум могу посоветовать Синдер из игры The Legend of Spyro Dawn of the Dragon. Жемчужинки из этого мультфильма Рио, из мультфильма «Делай ноги», «Глорию», «Дом». Да это человек ёбнутый нахуй на всю голову, блядь. У него в голове только эта хуйня, блядь. Не то чтобы я фапы на этих персонажей, но в детстве они запали мне в сердечко. Есть в их характере что-то цепляющее. Из прям олдовых бизарных игр Мисс Фортуна из игры Toonstruck. В фильме Бальто 3 есть женский персонаж Гусиня, и недавно в мультике «Миграция утка Пэм». Гусыня. Ну там, конечно, про другое он говорит, но помнишь мультфильм «Карлик Нос»? «Карлик Нос», там же девушка была этой. Блядь, да, ёб твою дивизию, нахуй. А как они представляют, как ебут гуся, типа? Почему это накидали Бибию? Типа не кидали ему. ББ это ютубер такой. Короче, сразу же скажу то, что если есть какие-то популярные личности, которых вы знаете, или которым вы можете задонатить или куда-то написать, обязательно кидайте этот видос, блять. Пусть они посмотрят, пусть покринжуют, пусть выберут своих любимых персонажей, и я вам спасибо тоже скажу. Минута пошла. А черепашки-ниндзя считаются фури? Если да, то я фури-ёбка. Я буквально мозг как у ребенка. Режим абсолютного гоблина. Да что ты, блядь, вообще несешь? Сейчас я раскрою по-настоящему грязный секрет. До этого было не грязно. Я примеряю женские трусики в магазине. А потом в них немного писает. Затем я вешаю их обратно высохнуть. Мне даже очень страшно представить, что ты там наговорил. Блять, там угар нахуй с комиксом. Я так одинок. Иногда я в Роблоксе притворяюсь 14-летней девочкой.
Сразу же вспоминается мем с черной вдовой и этой Халком. Там, кстати, еще был чел, который меня дико засрал за то, что я вставил персонажей из Спайра. Ну, то есть там была какая-то лениха, какая-то зайчиха, но я при этом других персонажей не посмотрел, и он так забомбил на эту тему, там он целое эссе написал. Ну ничего, мы до него дойдем. Я обалдел, когда встретил тут Нанку на Наче, а также услышал на заднем фоне саундтреки из One Shot и Backshot ролит. А так ролик имба. Спасибо. Мне сначала показалось, что на превьюхе не мать кенгуренка, а сам кенгуренок из Винни-Пуха. Им мать похуже будет. Сука, посмотрела фотографию, блядь, это вообще пиздец. Николас Кот, блядь, или как там. Мимо детского сада проходит, у нее там бутылка шампанского взрывается в штанах. Облизывает, блядь, губы нахуй, так, слюну вытирает и проходит. Пурифорно. Не знаю, заметишь ты или нет, но если будешь что-то подобное делать, то не забудь добавить персонажа из игры Atlas. Кстати, классная игра, но я ее так и не купил. Жду, когда подарят на стриме, не знаю. Зовем Бэпса, да, зовите Бэпса, реально, все зовите Бэпса. Видосик топ жду в 3-й части Ауди из Animal Crossing. Хорошо, учтем. Привет, сладенький. Сука, он за всех домогается, что ли? Почему рассказочка всегда лучше оригинала? Гол! Только он хотел посмотреть свои любимые Фури пяточки, Сигма Байер, как сразу же из леса послышалась эта страшная музыка. Самое главное, что он написал Фури пяточки. Я думаю, остальное не нужно что-то понимать. Я писал об этом в первом комменте, но я напишу и сюда. Говорящие четвероногие собаки, кошки, рептилии, и уже с ними это не Фури. То Рускони, четвероногие Фури. И те, кто орут в спорне, лис и другие четвероногие фури, это зоофилы, которые еще не нашли у себя пропажу мысленного центра, а думают исключительно текстами чужого мнения. Если ты сюда пихаешь и четвероногих, ну давай тогда по максималке. Где Аматерасу Акаму? Где Аматерасу Акаму? Это, если что, из игры Белый пес, короче, да, кто знал. Вот, я про этого человека написал, он тут целая сцена нахуй написал, что я не добавил там его какого-то любимого персонажа и все остальное. И вроде как это взрослый человек, но, блин, у меня же нету времени делать, не знаю, там 2-часовой видос, потому что персонажи, они для быстро этого закончатся. Части. Да, для этого существует рубрика в целом, вот. И я не могу добавить всех, кому тебе-либо интересно, я добавил только то, что я нашел привлекательным, там что-то о нем можно рассказать. Ты Сису в топы включил, а где Синдер и Спайра? Ну, блин, извини, блин. Короче, автор либо упустил умышленно пласт огромнейшего куска вкусного и значимого контента, который, возможно, будет в 3-й части, или сам умышленно составил свой топ, абы как просто, чтобы накормить свою аудиторию проходным порожняком. И я вообще не знаю, это, наверное, первый хейтер, которого я встречаю на подобных видосах, как разбор фури персонажей. И я не смог их туда вставить, потому что, ну, я либо их не заметил, либо они мне особо не были интересны. Я добавляю только тех, кто мне интересен. Тех, о ком можно рассказать, и все остальное в таком случае. Я не могу добавить сразу же, блядь, плюс 100 персонажей. У меня нет на это времени. Вот 40-минутный видос, это уже, блядь, результат, мне кажется. Ну, слушай, это охуенно тем, что ты до хрена таких видосов тебе Да, в том-то и дело. Типа, рубрика для этого существует. А если я начну... Не сейчас, но потом. Ничего страшного, подождешь. Да. Если не сейчас, то потом. Попался Фури Дрочер. Сам как будто... Сам какой-то школьник, походу. Сам как будто не Фури Дрочер. Во-первых, как будто, а не будто. Во-вторых, будешь машинистом в паровозике. Во-первых, я знаю, что будто у меня клава на инглише иногда путаюсь. И во-вторых, ты у меня будешь первым. Во-первых, можно и не торопиться, а во-вторых, такие сосунки, которые дрочат на английском. На Фури только не жди в паровозике. И ты это делаешь, я знаю. Послушай, девушки с пышными формами нравится, всем тут нету смысла говорить, что тебе это не может нравиться, так как она женского пола, и да, я хейтер фуриёбов, как фэндома и прочих, но можно сказать, что они с друг с другом мира, не знаю, что это за вид, но считаем девушек этого вида. Хуйню, блядь, развили в комментах, блядь. Это вообще капец. Но он ржачный, согласись, Джокер этот. Блять, арбуз был гораздо угарнее. Бля, вот тут угар сейчас будет, походу. На самом деле, быть фури очень дорогое удовольствие. Конечно, и не каждому такое понравится, но зато какие арты, комиксы, анимации. Мимо можно найти в интернете и по сей день. Вот это я понимаю контент. Кремируйте их быстрее! Новые ощущения. Фурсюты не настолько дорогие. Они стоят, подумаешь, как крыло, блять, от королы. Нихуя себе, блять.
Мне даже представлять нахуй Нормальный не средний статистический фурсют стоит 20-30 тысяч. Я думаю, это Да и на нормальная цена. Макларена нахуй приезжают, блядь, Ну, на ты не видел, сколько там работы, там клейка, блядь, шитье и прочее хуй-то. Это Я всё и очень говорю, я долго. хочу MacBook Air, блядь, MacBook Pro, нахуй, на M4, блядь, понял? Я его куплю. Ну, было забавно. Но атаковать у ультой эпилептиков под конец видео, это, думаю, было лишним. Да, чтобы нахуй в конце добавить искорки, так сказать. Бля, советую именно этот видос показать ББ. Он и так не любит Фури, а тут еще и гей, блядь. Это же Да, вообще заебись. ну там вообще-то не гей, блядь, не надо тут. Ну, там Да, есть пару. да. Если мужской персонаж Фури, соответственно, на него и дрочит. А как дрочит? Правильно, чтобы ему хуй в жопу засунули, и он становится. Ничего, собственно говоря. Я сейчас тебе хуй в жопу. Фури — это у каждого существа, которым мы увлекаемся, есть свои виды и названия. Чё ты высрал? Ну бегом розочку пошел сделать. Какую нахуй розочку? Я даже не понимаю, что Бумажную, наверное, розу. Ну, види, привет, сразу make me horny. Иди розочку сделать, чувак. У тебя с головой все хорошо. Первое, чтобы на кого-то пальцем показывал, на себя бы показал. Лол. Да. Забавно, что в самом топе у тебя Доля. Она мне тоже очень нравилась раньше. Сериал, кстати, классный, всем советую. Иди сделай розочку. Фури, монстры, пришельцы, мутанты, каштаны. Если они выглядят как те, что будут тебя тискать, значит ты домашний. Бля, ну нахуй такую мыслю. Видос прикольный, лайк поставлен, а я так и не посмотрел первую часть после просмотра второй. Посмотрю, честно-честно. Все-таки эти фури по-своему прикольные, как по дизайну, так и по характеру. Хотя для того, чтобы их тискать, искать характер, ну кому как. Ладно, лайк. Все равно. Пиздец. Ждем видосик про фури мальчика. Всем село. В черный список твое село. Мне нравится музыка в этом видео. То Pizza Town, то Hello Neighbor. Имба. Помощность — это в основном разум, что схож с человеческим. Ветер можно Иди в жопу. Добавив ему только человеческий разум, и он сразу становится антропоморфным. Так что фури, ходячие на четырех лапах фералы, умеющие говорить, тоже считаются антропоморфными. Согласен. Долли, 101 Dalmatians, Order 5 Account Feral. Знаешь, что это значит? Это теги в E621. Теги. Бля. Смотри, Долли как персонаж. Потом отсортировать по самым популярным и ферал. То есть, будучи совачкой. Сука, садист. Мне интересно, каким ты критерием будешь оценивать фури мужчин. По размерам. Да вы нас балуете, ваша светлость. Все 20 лет работ в Сибири, отдых закончился. Кармелита Фокс и Тинотелло самые неплохие, как по мне. Изменения спасибо автору, что показал их и многих других персонажей. Да не за что, братан. Господи Иисусе, это тело из реакции хентайши реально продолжил это богохульство. Богу, стыдно за себя. По мне самое сочное — это Сука, любители огромных жирных задниц, блядь. Вот шалун плохой, блядь. Я знаешь, что ты гуглил Бэт Пендера и Джокера, и они про его базу. У Гэри такая большая жопа и низкие ноги, это пиздец. Кто? Она низкосракая просто. Это пиздец, Майл, это нахуй, это уебище, это жирная тварь. Да нормально, но что ты ее обсираешь нахуй, не надо при мне этого делать. Нормально на пир сойдет. Как бегемотиха, она лучший представитель, я тебе так скажу. Лучший. Ты знаешь, блядь, там был момент, нахуй. А, нет, она жопой нахуй давила этих, блядь, как его, фос, блядь. Садилась на них и давила. Ну а что еще делать? А чё еще из ТикТока какой-то чувак плачет и хочет туда же. Что его тоже задавили. Ну и, кстати, отлично с этого выпуска были представлены практически все мои вайфу, кроме одной. В следующем видосе обязательно что Фэнк и Снут Гейм. Да и, в принципе, все Дина девчонок из вселенной Снутверса. Они все обаятельные. Ладно, лайк. Да. Лучший фури персонаж — это Реджи. Нет, Антон Т2Х2. Все, Дэмон, это были последние комментарии. Нихуя себе. Напутствие сделаем какое-то, давай ты первый. Короче, сделайте ПЖ меня с Майлдом, блядь, этот фури-арт, пожалуйста. А как тебя-то изобразить, блядь? Люди не знают даже, как вот ты выглядишь. Вот там-то и дело, блядь, это самый угар, нахуй. Ребята, представьте себе, вот, меня зовут Телвин, я канал Мастерская, короче, меня зовут Телвин, Тамерлан, короче. Сделайте со мной с Майлдом какой-то фури-арт и напишите сверху Тамерлан, и просто попробуйте меня изобразить, вот. Ну, это будет угар, наверное, мне кажется. Проявите фантазию, короче, как вы меня видите, и чтоб Майлд меня Это концовка, типа. Это типа концовка. Комменты пишите, блядь, больше таких ебанутых, нахуй, чтобы мы могли читать и охуевать от этого. Что-то будет по типу артов, либо каких-то других рисунков. Скидывайте все в Телеграм, там, если что, все чекну.
На этом выпуск заканчивается, и напоследок я хотел бы отдать уважение и чрезмерную благодарность в поддержку моего канала этих недалеких, а даже очень близких друзей с разных концов света. Анальный мастер за подписку на Бусти. Ой, то есть, красавчик, братуха, всех благ тебе, хорошего настроения до конца жизни, детишкам при этом и все такое. ТСМ Жмурки за моральную и материальную поддержку в виде донатов на моих стримах. Да-да, я стримлю, оказывается. Четкий пацанчик и есть тебе куда расти как человеку. Дефенс за 500 рублей. Ничего говорить не буду, ты и так знаешь, что я о тебе думаю только в хорошем плане. Ну, не за деньги. Ну, может быть за деньги, но, а может и нет, ну вы поняли, короче. Эти люди очень сильно мотивировали меня на протяжении этого недолгого, но очень трудного пути. Еще раз большое благодарствие. О, я тоже хочу вставить свои 5 копеек. Мой любимый персонаж — это Хаск, а так больше всего мне нравится Луис. Вот, надеюсь, оцените. На этом все.